Друзья, сегодня у нас рецепт традиционного корейского блюда, и как вы уже поняли из названия, речь идет о калькуксу с курицей. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, друзья, таккалькуксу – это корейский суп с домашней лапшой и курицей, который очень часто можно увидеть на праздничном столе. Это блюдо достаточно популярно в Корее, и даже многие известные певцы и исполнители посвятили данному супу свои песни. При приготовлении этого блюда большое внимание уделяется не только бульону, но и приготовлению лапши. А некоторые повара и вовсе считают, что бульон не так важен, важна именно лапша. Да и вообще название этого блюда, калькуксу, дословно переводится как нарезанная ножом лапша. Собственно, и сегодня я вам покажу не только как варить бульон, но и как делать такую лапшу. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте приступать к готовке. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Ставим видео на паузу, делаем скриншот и идем в магазин. Также этот список продуктов есть и в описании под видео. Там же вы найдете и ссылочки на мои социальные сети. Готовим на 3-4 порции. Итак, первым делом нарежем овощи. Репчатый лук нарезаем крупно на большие дольки. Его будем использовать при приготовлении бульона. Далее имбирь. Его просто нарезаем на пластины. Он также пойдет в бульон. Следующий нарежем морковь. Ее нам надо нарезать соломкой. Можете сначала нарезать ее пластинами, а потом нашинковать. Либо можете натереть на терке, как вам будет удобнее. Кабачок тоже нарезаем соломкой. Если используете нож, то также сначала режем на пластины, а потом шинкуем соломкой. Либо также воспользуйтесь теркой. Далее курица. Я взял один большой окорочок и одну голень. У окорочка находим сустав и режем по нему, разделяя при этом бедро и голень. Часто можно увидеть, как бульон для этого супа готовят из филе куриной грудки. Но лично я предпочитаю более жирные части курицы с крупными костями, потому что так бульон получается более наваристым. Ну а теперь давайте сварим бульон. Итак, в глубокую кастрюлю кладем курицу, репчатый лук, много зубчиков чеснока, имбирь, зеленый лук и вливаем 2,5 литра воды. Включаем плиту и ждем, когда закипит. Итак, когда вода начнет бурлить, нужно убавить огонь до среднего, перемешать и если появляется пенка, аккуратно ее снять. Теперь накрываем крышкой и на медленном огне варим так бульон 45 минут. Теперь разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла. И выкладываем жариться морковь. Регулярно перемешивайте, чтобы морковь не сгорела. Обязательно немного посолите. Буквально 1-2 минуты, как морковь станет мягкой, выключаем огонь. С кабачками делаем точно так же. Не забудьте их посолить. И кабачок мешайте почаще. Его легко можно пережарить, и от этого может пострадать цвет. Следующим этапом приготовим лапшу, и для этого нам надо замешать тесто. Вы прекрасно знаете, что я с тестом возиться не люблю, особенно его замешивать, поэтому я обзавелся помощником, и это планетарный миксер BQ MX341. Планетарный миксер от компании BQ – это отличное решение для вашей кухни, так как помимо своей основной функции, устройство представляет собой гибрид планетарного миксера, мясорубки и стационарного блендера. Шестиступенчатая регулировка скорости поможет вам выбрать желаемую интенсивность замешивания продуктов, от самого тугого теста до легкого и воздушного крема. Также мощность двигателя миксера позволит мясорубке перекрутить даже замороженное и жилистое мясо. Планетарный миксер надежно защищен от перегрузок и перегрева двигателя. BQ MX341 заменяет сразу 3 бытовых прибора и существенно экономит пространство для кулинарного творчества на вашей кухне. Мясные заготовки, выпечка, десерты, соусы и коктейли – все это станет проще в приготовлении вместе с BQ MX341. Подробнее с этим планетарным миксером вы сможете ознакомиться по ссылочке в описании. Итак, засыпаем в чашу 500 грамм пшеничной муки. Далее кладем немного соли. Добавляем 1 яйцо. И вливаем 1 стакан теплой воды. Теперь все хорошо перемешиваем.
Таким образом замешиваем тесто под лапшу. Далее стол посыпаем небольшим количеством муки. Достаем замешанное тесто и хорошо разминаем руками. Посмотрите, какое упругое тесто у нас получилось. Теперь делим его на две части и с помощью длинной скалки раскатываем в тонкий пласт. Регулярно посыпайте его мукой, чтобы тесто не слипалось. После того, как раскатали тесто, нам нужно подготовить его для нарезки под лапшу. Итак, берете немного муки, посыпаете ею край. Теперь этот край вот так аккуратно заворачиваете. Теперь снова посыпаем мукой эту поверхность и снова аккуратно заворачиваем. И таким образом делаем снова и снова, пока полностью не свернем тесто. Теперь выкладываем его на доску, берем нож. Доска у меня небольшая, поэтому я сначала разрежу пополам, чтобы оно полностью уместилось на доске. А теперь режем поперек. Старайтесь резать не слишком толсто. Должно получиться примерно как у меня. Вот, посмотрите, какая лапша в итоге получается. Можете посыпать ее немного мукой, чтобы она не слиплась. Теперь точно так же нарезаем вторую часть. Режьте ровно и аккуратно. Лапша готова. Со второй частью теста делаем все точно так же. Тем временем прошло 45 минут. Открываем крышку кастрюли и аккуратно достаем курицу. Теперь достаем все остальное. Овощи отдали свой вкус, теперь надо их вытащить, больше они нам не понадобятся. Далее нам надо куриное мясо содрать с костей. Удобно это сделать при помощи двух вилок. Мясо достаточно разварилось и легко сходит с кости. Теперь эти кости возвращаем обратно в бульон. Доливаем воды. Теперь нам нужно добавить в него 1 либо 2 столовые ложки рыбного соуса. Не переживайте, вкус не станет рыбным, но бульон станет ярче по вкусу. Если нет рыбного соуса, то добавьте 2 столовые ложки соевого соуса. Также я всегда добавляю еще половину столовой ложки приправы дашида. Перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем варить. Теперь давайте смешаем дополнительный соус, который можно будет потом добавлять в калькуксу. Итак, кладем столовую ложку красного перца кочукару. Теперь вливаем 3 столовых ложки соевого соуса, 1 столовую ложку кунжутного масла, 1 столовую ложку 6% рисового уксуса. Если нет у вас такого, то добавьте яблочный. Выдавите 2 зубчика чеснока. Добавьте чайную ложку сахара и все хорошо перемешайте. Соус готов. Ну а теперь нам нужно сварить лапшу. В кипящий бульон кидаем лапшу и варим так примерно 5 минут. Регулярно мешайте ее и давайте ей подышать. Опытные повара скажут вам, что таким образом лапша будет вкуснее. Теперь достаем лапшу и сразу выкладываем по тарелкам. Если сварили слишком много, то оставшуюся часть промойте под холодной водой, чтобы она не слиплась, не разбухла и не стала мягкой, а наоборот оставалась упругой. Итак, как теперь подавать блюдо на стол? Берем глубокую тарелку, кладем в нее лапшу, теперь заливаем все большим количеством бульона, сверху в центр аккуратно и красиво выкладываем кабачок, потом морковь, ну и конечно же курицу. Можете сверху положить еще мелко нарезанный зеленый лук, посыпать кунжутными семечками и подавать на стол вместе с приготовленным соусом. Приятного аппетита!
Друзья, это очень вкусное блюдо. И я уверен, что среди вас найдется очень много ценителей домашней лапши, поэтому обязательно попробуйте его приготовить. Думаю, некоторые сейчас напишут в комментариях, что это совсем не похоже на кукси, которые они пробовали у корейцев из СНГ. Но это и не кукси, это куксу, а точнее таккаль-куксу. Два совершенно разных блюда. В общем, я надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно поддержите его лайком, а в комментариях напишите свои вопросы, отзывы и впечатления. Ну и подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.